Что вы можете посоветовать 16-летним? Привет, ребят, не забывайте ставить лайки и писать комментарии длиннее 4 слов. Это правда очень помогает моему ролику. Спасибо всем, кто поддерживает меня, и приятного просмотра, а я начинаю. Ваша точка зрения кардинально изменится в течение следующих нескольких лет. Независимо от того, насколько вы зрелы или уверены в себе, просить о помощи или совете – это не по-детски или против вашей независимости. Все наладится. Не пренебрегайте своим здоровьем, физическим и психическим, особенно психологическим. Я бы сказал, что наладить физическую форму намного проще, чем справиться с тревогой, депрессией и так далее. Опыт. Гигиена очень важна, особенно зубы. Никогда не избегайте вопросов, опасаясь показаться глупым. Ваши друзья могут приходить и уходить, цени их, пока они с тобой. После школы встречаться с людьми становится труднее. Люди не вспомнят, насколько ты крут, люди будут помнить, как вы были добры. Даже если вы все сделаете правильно, вы можете потерпеть неудачу. Возьмите за привычку немного экономить и не покупайте все, что хотите, а также мудро выбирайте друзей. Вам не нужно дружить со всеми, просто держите этих хороших людей рядом с собой. Узнайте, как правильно питаться и заниматься спортом, даже если вы от природы худы. Наслаждайтесь глупыми модными тенденциями. Вы определенно будете рады, когда оглянетесь на годы назад и сможете посмеяться над собой. Если вы планируете поступить в институт, начните искать сейчас и помните обо всех сроках. Всегда делайте работу как можно скорее. Если можете, отложите деньги сейчас. Когда вы переедете из родительского дома и будете обставлять собственное жилье, вы будете действительно рады, что сделали это. Берегите зубы и пользуйтесь солнцезащитным кремом. Вам не нужно выяснять все прямо сейчас, поэтому не беспокойтесь об этом слишком сильно. К тому времени, когда вы закончите среднюю школу, у вас могут быть другие интересы и увлечения, и вы можете изменить свое мнение о вещах. Сделайте как можно больше фотографий себя и своих друзей. Найдите время, чтобы узнать и попробовать как можно больше нового. Играйте на музыкальном инструменте, рисуйте, учите языки. Когда вы поступите в колледж или начнете работать, вы, скорее всего, обнаружите, что у вас либо нет времени, либо у вас просто нет мотивации заниматься новым хобби. Так что воспользуйтесь этим временем. Просто наслаждайся этим временем, как ты хочешь. Если вы не хотите идти на выпускной бал или возвращаться домой, или если вы не хотите посещать клубы и ходить на вечеринки, то не делайте этого. Не позволяйте людям говорить: ты все пропускаешь или когда-нибудь ты пожалеешь об этом. Есть не только один способ жить и наслаждаться, будучи подростком, поэтому делайте то, что вам больше нравится. Люди, с которыми не ладят ваши друзья, вам не враги. Люди, с которыми ладят ваши друзья, вам не друзья. Вы сами выбираете, и ваши отношения – ваше личное дело. Будьте серьезным водителем, не пишите текстовые сообщения за рулем. Не садитесь за руль пьяными, снижайте скорость, признавайте, что все делают ошибки. Я встречал родителей, которые потеряли своего ребенка из-за автомобильной аварии. И эти люди были так убиты горем, как будто они были мертвы внутри. Он ехал слишком быстро и потерял контроль над своей машиной. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы не стать еще одной крайне печальной историей. Сейчас очень немногое в вашей жизни будет иметь значение всего через несколько лет. Никогда не ругайте себя слишком сильно. 2 предостережения. Не получайте серьезных травм. Если можете предотвратить это, не попадайте под арест. Это дерьмо не останется в Вегасе. Инвестируйте 10% от всего, что вы зарабатываете, начиная с сейчас. Заработал $20 за стрижку газона? Положите $2 в умеренно агрессивный паевой инвестиционный фонд, а затем забудьте об этом и не трогайте. Получил $500 на выпускной? Положите $50 из них в тот же фонд и забудьте об этом. Повторяйте это раз за разом. Когда вам будет 30 или 40 и вы захотите купить дом, вы можете взять эти деньги. Сделайте это, и когда-нибудь вы, возможно, сможете выйти на пенсию и наслаждаться несколькими золотыми годами, вместо того, чтобы работать по 50 с лишним часов в неделю до того дня, когда вы каркнете. Имейте хороший баланс между социальным и учебным процессом. Если вы слишком много гуляете, очевидно, у вас будет не лучшая система обучения. Но если вы слишком много учитесь, у вас нет друзей. Не устанавливайте даты в будущем, чтобы стать тем, кем вы хотите быть. Если вы хотите что-то изменить в себе, начинайте сейчас или никогда не станете тем, кем хотите быть. Оставайся в школе, пользуйся презервативами, старайся быть хорошим человеком. Не будь придурком и не верь тому, что вся твоя жизнь готовит тебя к поступлению в колледж. У людей свой путь, вам просто нужно найти свой. Ничего страшного, если ваш план изменится несколько раз. Не бойтесь ошибиться. Наслаждайся жизнью, не переживай слишком сильно, оно того не стоит. Вам не нужен другой человек, чтобы быть счастливым. Хотел бы я знать это в 16. Не верьте алкоголю. В том, чтобы выпить, нет ничего плохого. Но если вам нужно напиться, чтобы чем-то насладиться, это не стоит того. Если вы пьете, пейте ответственно. Пьянство – это не гонка, и даже если бы это было так, единственный приз был бы цирроз печени. И не смейте ехать домой. Если ты разобьешься, ты разрушишь чью-то жизнь.
Не принимайте больших решений из-за того, что вам нравится парень или девушка. Не прикидывайтесь дураком, не проваливайте намеренно тест по математике, потому что хотите, чтобы он вас учил. Не выбирайте свой колледж только потому, что он туда собирается. Не берите уроки английского вместо естествознания только потому, что он так выбрал. Делай то, что тебе действительно нравится. На этой планете так много симпатичных мальчиков и девочек. Вам не нужно пытаться изменить себя или изменить свои планы только для того, чтобы привлечь его внимание. Кроме того, все инструкторы, учителя и другие сотрудники будут подталкивать вас к поступлению в университет. Это хороший путь для многих, но определенно не для всех. Некоторые люди достигнут большего успеха и счастья с программой колледжа, ученичеством или чем-то еще. Я определенно рекомендую получить некоторые формы высшего образования после школы. Даже если вы планируете остаться домом с супругом или что-то в этом роде. Вы никогда не знаете, куда вас может привести жизнь. И никогда не помешает иметь навык, который поможет вам зарабатывать деньги, если он вам когда-нибудь понадобится. Вы не правы о многом. Никогда не стыдитесь признаваться в этом или сделать ошибку. Это касается школьных, рабочих, личных отношений. Так вы узнаете намного больше, и другим будет приятно работать и разговаривать с вами. Не принимайте все советы, которые вы получаете из раздела комментариев Reddit. До этого момента вы жили в пузыре. Вы выросли с людьми, которых считали вашими ближайшими друзьями. На самом деле, вероятно, есть люди, которых вы скорее всего встретите вне вашего круга, которые намного больше похожи на вас. Не закрывайтесь от этих людей, возможно, они станут вашими ближайшими друзьями в будущем. Это не значит, что некоторые из ваших друзей отстой. Вы можете оставить тех, кто очень близок, но вы поймете, что могут быть люди, которые идентифицируют вас с вами гораздо ближе, чем ваши нынешние друзья. Вы не непобедимы. Ваши действия имеют законные последствия. Не сравнивайте себя с другими. Если вы стараетесь изо всех сил и принимаете во внимание свои ценности, это все, что имеет значение. Не позволяйте вашему виду людей влиять на ваше отношение к своей внешности. Не говорите себе, что вы должны быть умнее всех. Не упускайте возможности, которые могут возникнуть в это время. На самом деле у меня сейчас 16-летняя дочь. Я говорю ей не беспокоиться о том, что по вашему мнению о вас могут подумать другие. Просто делайте то, что подходит вам, и продолжайте жить. Перестань пытаться так быстро вырасти. Вы всего лишь часть мира, а не его центр. Начните думать о том, как стать финансово независимым. Возможно, у вас нет идей, но стоит задуматься об этом. Уважайте себя, поскольку вы действительно ценный человек и заслуживаете каждой возможности, которую предлагает жизнь. Рискуйте, говорите «да» новому, расширяйте свою зону комфорта, получайте удовольствие. Никогда не отказывайтесь от того, чем вы увлечены. Если вы не знаете своих увлечений, попробуйте новое. Никогда не бойтесь того, кто вы есть, даже если вы еще не уверены, кто это. Постарайтесь повеселиться и не переживать по мелочам. Вы в идеальном возрасте, чтобы делать ошибки и учиться, и вряд ли то, что вы сможете сделать прямо сейчас, будет иметь далеко идущие последствия. С этого момента, пока вы не закончите колледж и не начнете искать свою первую настоящую работу, у вас будет больше свободного времени, чем когда-либо, вплоть до выхода на пенсию. Я растратил те годы, играя в видеоигры и беспокоясь о своей жизни на 5 лет вперед. По большей части это была огромная трата времени. Это нормально, если кому-то не нравится то, что нравится вам. Например, музыка, одежда и так далее. У людей разные вкусы. Это не определяет вашу популярность и не делает кого-то плохим. Только если им нравится кантри, тогда в жопу их. Постарайтесь не затаить ненависть к кому-либо, что позволяло бы им остаться в вашей голове. Я делал это долгое время, но в конце концов отпустил эту ненависть. Теперь мне даже трудно вспомнить их имена. Постарайтесь ценить людей, которые вас любят. Будут моменты, когда вы будете убиты горем. Как бы то ни было, ты будешь жить. Фактически вы станете сильнее. Может быть, даже будет время, когда кто-то, кого вы любите, разобьет вам сердце, и это ваша вина. Учись, продолжай любить. Все будет хорошо. Спасибо, что досмотрел ролик до самого конца. Если тебе 16 лет, напиши в комменты, как ты улучшаешь свою жизнь. А если ты старше, то напиши свой совет для 16-летних в комментариях. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и жать колокольчик. А также предлагаю посмотреть вот эти два ролика. До скорых встреч!